Всем привет, дамы и господа, вы на канале GM Time, и сегодня мы с вами проанализируем все самые крутые шафлы. Я не знаю, такое было, никогда такого не было в Counter-Strike, я дам свое оценочное суждение. По всем командам мы пройдемся, поэтому приступим. Ну блин, недолго думая, пацаны, начнем мы с Natus Winter. Там получается у нас минус Electronic, Perfecta, Nipple. То есть команда идет на максимальную перестройку. Здесь у меня графа, да, которая отвечает за приблизительно категорию того, что будет круто, что будет интересно и так далее. Мы будем обсуждать, зачем интересно посмотреть и какой состав реально будет сильный. Это, наверное, взаимосвязанные вещи, но, опять же, где-то мое мнение будет расходиться. Нави, я вот, у меня даже есть Ашил ТВ, открытый. Они у нас сделали, где они? Их даже сейчас нету в топ-30, да, но благодаря Кёльну они будут. Интересно будет посмотреть за тем, как они вообще подстроятся под игру Симпла. Интересно будет, как Блейд, какую систему он построит, потому что все-таки интернациональная команда, смогут ли они играть так же вязко, медленно, то есть быстро договариваться, коммуницировать, либо они пойдут по пути стиля интернациональных команд, то есть больше там каких-то раундов, трейдов, клатчей, и за этим реально будет интересно понаблюдать, но только потому, что мы все с вами привыкли к этим Нави, типа состав с электроником, и это кардинальное изменение, за которым реально будет круто наблюдать. Ну и следующая команда, за которой будет интересно наблюдать, это Cloud9. Как минимум там будет электроник, ну судя по тому, что Хобби с ним фоткается и так далее. Перф не знаем, да, мы до сих пор, но в любом случае, если там будет электроник, Хоббит, Аксель, Шира, одни из самых сильнейших игроков в мире на их ролях. И самые опытные одновременно, самые типа индивидуально сильные игроки. Ну блин, я не знаю, это команда, которая претендовать должна на каждый чемпионат. Что не скажешь о Нави, потому что там перестройка будет глобальная, люди будут садиться на новые роли, договариваться, переходить на новый язык, но в Cloud9 им даже много тренироваться не надо, у них все по ролям отлично. У нас есть фейс, да, то есть буду идти по самым интересным командам. Ничего не меняют вроде как, да, ставим сюда. Ну, фейс это фейс, у них крутой майндсет, типа не менять игроков, потому что это только ставит его команду на пару шагов назад, то есть заново наигрывать, заново все придумывать. Но в их случае это типа круто, потому что изначально в фейс идут самые сильные игроки, если, ну, в мире. Если эти игроки не теряют мотивацию, то, конечно, им не надо менять состав, у них типа всегда есть шанс на титул. Так, следующая команда ENCE. ENCE у нас не так давно поменяли Нерца, да, там. Ну, вроде как у них ничего не намечается, поэтому ставим их в категорию с фейзами. То есть последние крупные чемпионы Далласа не особо интересно. G2 слухи ходили всякие по кикам, но пока ничего не известно. Но, опять же, там если будет замена, то это будет замена ни двоих, ни перестройка глобально, поэтому не особо интересно смотреть будет за ними. Интересно было 1,5 года назад, вот тогда тоже был момент с супер-мега решафлами, потому что в G2 пришел Моноси, Алекси Би вроде, и тогда было интересно. В фейзы пришел Робс, в Витальди пришел Дюпри Мэджикс, то есть такой период был, но сейчас, мне кажется, это X5. То, что сейчас происходит для любителей Counter-Strike, я вам так объясню, такого никогда не было вообще. Хероики ничего не меняют, остаются здесь. Нипы. У Нипов мега в хлам перестройка, я даже не знаю, кого они возьмут, где они тут находятся. Они вернули Хампуса, конфиг. Что-то новенькое у них, да, но не особо интересно будет смотреть, поэтому ставим их сюда. Liquid лишились Элижа, лишились Нитро, добавили Рейн Вокера и Патси. И эта команда с нуля будет строиться, и Марик будет заново, ну, вот сейчас у него реально капитанский челлендж, где он должен взять игроков и сделать конфетку из своей команды. Мне кажется, у них не будет быстрого подъема, потому что говорили на английском, там Патси новый игрок, плюс Рейнвокер не играл вроде в профессиональных командах, тир-1. Ну, чтобы не обидеть Марика, пусть норм будет, Не Нави Cloud9 Марик, но чуть-чуть ниже на ступень. Фурия плюс Fallen. Только недавно пересматривал его хайлайты с 2016-2017, но это папа Fallen, я хз, я прям
Я бы даже поставил этот решафл на топ-1, во-первых, потому что 32-летний капитан-снайпер, я не верю, я хочу, чтобы он, ну, типа, доминировал, ну, типа, сейчас вот титул сражался. Ксирата Юрий, 2 по 24-23 вроде, это праймовый возраст игрока в КС, то есть он зрелый, мотивированный, голодный. Я бы даже Нави вот так поставил. И вот так сделал бы. Мне за Фоллином и то, как он построит, потому что мне нравится, как они играют, вообще стиль Фоллина, такой медленный, вязкий. Такой, типа, ну, мне близкий, плюс еще Фоллин все-таки был моим прототипом, когда я начинал играть там, на снайпере Капитане, он тогда как бы мейджоры выиграл и был одним из лучших в мире, поэтому всего хорошего ему желаю. Кстати, да, забыл Чела, в Фурию перешел. Чела человек энергия, то есть он заводила. Фраг дает и сам же кричит, когда убивает. То есть этот чел заряженный, это большой плюс. Поэтому Фурия, я говорю, мега интересно будет посмотреть. Так, что у нас дальше? Астралисы. Кико, не Кико, я не знаю, что произошло. Ну, короче, минус Глейв и плюс Баруб. И плюс Стай. За этим тоже мне будет нормально посмотреть, но не так сильно, как за Liquid и Нави. Изменили состав нормально, типа. Ну, Глейва убрали, не, Глейва я типа респекчу. Мне выгодно, чтобы капитанов с таким огромным багажом там, чемпионатов, титулов ценили. И поэтому когда минус Глейв, мне грустно, реально. Мне грустно, но надеюсь, что это не так, что его убрали, а так, что он сам захотел или что-то такое. Глейв должен был играть, не знаю. Пусть остается. Апексы. Ну там минус звезда, я хз. Наверное, это больше грустно, чем... Ну вы поняли. Так, Маускпортс. Минус Декстер. Опять же, минус капитан. Не убирайте капитанов, но плюс Жуш. Не хочу, короче, не коверкать никнейм, да. Но вот он туда приходит с академки, он там играл. Ну, нормально. Нормально. Где-то, вот так, типа... Интересно, но не прям интересно, на самом деле не интересно. Декстер гений, я не хочу. Будет не прям сильно мне интересно наблюдать за этим. Империал, ну тут минус. Фоллина нет. Сердце команды принадлежит Фурии. Судя по всему этому, наверное, Астралис все-таки мы повыше подвинем. Ну да, Маускпорт здесь. Потому что в Апексах и Империал решаются ключевые игроки. Команда будет в серьезном кризисе. Но не всегда, когда уходят игроки, о которых ты думаешь, что они тащат команду, команда без них потом скатывается на дно. Фнатик. Фнатик тоже перестройка кардинальная. Минус Фашер, минус Никодос. Не шибко что-то поменяется. Капитан остается Мези, Кримс остается, Рочи остается. Это основа команды. Там минус какой-то опорник Фашер. ХЗ. Мне не особо интересно будет, но это в категорию этих команд, где будет перестройка, но из-за того, что они крутые, за этим надо будет наблюдать. Виталити меняют Дюпри на FlameZ. Во, да, мы дошли до Виталити. Дюпри 5-time major типа виннер, и чувак играл на ролях достаточно тяжелых, папских, где надо в нужный момент делать правильные вещи. В противовес этому молодой FlameZ, замотивированный, на эти же роли садится, вроде их играл. Непонятно, как Apex будет с этим, ну, менять там систему. Мне кажется, Дюпри помогал, но опять же, это так со стороны, и я знаю, все, что я сейчас сказал, это чисто со стороны взгляд, потому что в реальности большинство людей, которые говорят со стороны, не правы. Но это нам со стороны, конечно, надо что-то обсасывать, что-то обсуждать, поэтому Виталити будет интересно. Ну, Монте минус Борос, как по слухам, да, но не факт. Поэтому я хз, ставлю мне сюда. Слухи не подтверждены, тут везде все подтверждено. Меняем свое мнение по ходу. Ну, блин, картина становится полной, ясной. Сейчас допишем чуваков. 9 хз, что там? Greyhound хз, тут Bad News Eagles хз. Эти команды, которые еще белые логотипы, тут не видно их. Complexity плюс Элиш, вот что мы нашли. Так, Элиш, комплекте NA состав с суперсарами ставим мы вот сюда. Будет достаточно интересно посмотреть, как Элиш туда вольется. Состав, как по мне, усилился. Им чуть-чуть не хватало, чтобы кого-то переворачивать. И сейчас с Элижем, ну, все может получиться. OG давайте запишем в команду новую. Я даже хз, что ожидать. Это новая команда, а не как
ну, как закрыли дыры, ну, может, и взяли лучших, кого и хотели, хз, как это комментировать. Команда новая, 4 игрока новых, Nexa камбэкнулся, Фику остался, минус все остальные, да, то есть поэтому, ну, как, для меня OG это на самом деле NBK, Манту, Pain, хз, это может быть Беги. Беги у нас добавили молодых, они взяли Сина, ну, вот этих, Манту взяли. хз, новая команда, опять же, ставим ее в эту категорию. Так, тут я не знаю. Так, ну и остались Into the Bridge. Хз, вроде они остаются. Ставим сюда их. Так, у нас спириты. Что нам говорит сайт? Сайт нам говорит, что там -3. Но эта команда будет новая. Интересно, конечно, как обычно, будет понаблюдать за спириты. Очередная перестройка. Вторая на моей памяти, либо третья уже. Третья перестройка. Сначала минус Соткик, минус Бандурка. Потом минус Мир, минус Декстер. Сейчас минус Magix, Wonderful. И вот третья, ну, вроде, третья перестройка. Новая команда, не знаю, что ожидать. Вот так ставим. Форзы тоже хз, что у них происходит. Пока состав наш LTV, как я вижу, остался. Комментировать, конечно, мы не будем. Во-первых, потому что мы, конечно, чуть-чуть инсайдерами некоторыми обладаем. Как обычно это бывает, такие составы, им суждено играть вместе очень много лет. Ну, хз, не знаю, как комментировать, не знаю состав, пока командные перестройки ставим здесь. Ну и знаменитая команда, за которой будет интересно понаблюдать, ВП. Ставим ее мы, конечно же, вот сюда, потому что я хз, что от них ожидать, какие-то непонятные челы, демоны. Могут и вот тут быть, а могут быть и вот тут. Да не, конечно, вот тут мы будем, мне интересно всегда, кто смотрит мой канал, если вам не интересно наблюдать за тем, как мы играем, я хз, чуваки. Это вот так, теперь Gamers Legion там не было, но опять же, Gamers Legion минус типа ключевой игрок, поставил бы их ближе вот сюда, вот на этом сайте нет. Будет интересный сезон, 2023, сериал продолжается, что нас ждет дальше, не знаю, скоро увидим. Поэтому, если кому понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока. Пам-пам-пам-пам-парам.